Жили-были старичок и старушка в маленьком домике на краю леса. Все у них в жизни спорилось, одного только не хватало. Не было у старичка и старушки детей. Попросил как-то старик испечь пряник в форме маленького человечка. Заглянула старуха в амбар, а муки почти не осталось. Взяла на миску, по коробу поскребла, по сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. Замесила старушка тесто на сметане, и когда раскатывала на столе пряник, взяла да и сделала его в форме маленького человечка с ручками, с ножками, с головой. И поставила его в духовку. Через некоторое время старушка подошла посмотреть, пропекся ли пряник. Взяла его и положила на окошечко остудить. Остыл пряничный человечек, полежал, да вдруг встал и побежал со всех ног из дома. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. Старушка позвала мужа, и оба они бросились вдогонку. Но не так-то просто поймать пряничного человечка. Вот уже добежал он до поля, где крестьяне молотили жито. Пробегая мимо, крикнул пряничный человечек им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от них он тоже легко убежит. Услышали крестьяне такое и побежали за ним вдогонку, но как быстро они не бежали, догнать его не могли. Прибежал пряничный человечек на поле, где косцы косили траву. Пробегая мимо, крикнул он им, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от них он тоже легко убежит. Не выдержали косцы таких насмешек. Все бросились за пряничным человечком, бегут со всех ног, а догнать не могут. А человечку навстречу корова идет. Он и ей закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от нее он тоже легко убежит. Разозлилась корова и тоже за пряничным человечком бросилась, только догнать не может. А ему навстречу свинья. Человечек закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от нее он тоже легко убежит. Завизжала свинья и вдогонку кинулась, только догнать не может, слишком толстая она была. Бежит пряничный человечек по дороге, а навстречу ему заяц. Сказал человечек, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от него он тоже легко убежит. Услыхал заяц такое и побежал вдогонку. Не может и он догнать никак человечка, только заяц его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему волк. «Я тебя съем», — говорит. А человечек ответил ему, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от него он тоже легко убежит. Зарычал волк и кинулся на пряничного человечка, а тот увильнул и побежал, что есть мочи, только волк его и видел. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему огромный медведь. Не испугался его человечек, а закричал, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от него он тоже легко убежит. Топнул ногой свирепо медведь и побежал за ним вдогонку, но медведь был слишком медленным, чтобы догнать быстрого пряничного человечка. Бежит пряничный человечек, а навстречу ему лиса. Лиса была очень хитрая, но человечек этого не знал. Поэтому он по привычке и начал кричать, что убежал уже и от старушки, и от старичка, и от крестьян, и от косцов, и от коровы, и от свиньи, и от зайца, и от волка, и от медведя, значит, и от нее он тоже легко убежит. Дослушала лиса до конца и сказала, что она совсем стара стала, ничего не услышала. Подошла поближе к человечку и попросила его повторить.
Послушался ее глупенький пряничный человечек и начал заново хвастаться. Дослушала лиса до конца и сказала, что все равно ничего не расслышала. Подошла еще ближе к человечку и попросила его повторить снова. Согласился пряничный человечек, и только он начал заново, как лиса накинулась на него и съела. И больше пряничный человечек уже не хвастался.